Иногда принесут булочек, хотя они мне вредны. Ну, приходится что ж, брать, что дает. У него просить нельзя, потому что ему нужна маленькая родилась дочка у него. Он говорит, я еще держусь, но вот то, что его окружает, по всей видимости, он вот скоро сдастся просто. И хочется его поддержать, чтобы дать ему как бы надежду, веру в людей, что добрые люди помогут. Купили лекарства нужно. Сейчас зайдем в магазин, супермаркет, купим ему продуктов немножко. Он просил мясо, потому что давно уже не ел его. Так как у него денег нет, у него проблемы с пенсией, там, поэтому решили докупить еще ему мясо. Всех приветствуем на нашем канале. Кадры, которые вы сейчас увидите, возможно, вас шокируют, но мы все равно хотели бы освещать данные проблемы, потому что люди так не должны жить. Я знаю точно, что в нашей стране есть огромное количество людей, которые живут, мягко говоря, бедно. И, возможно, мы сможем привлечь внимание общественности. В этом, конечно, нам может помочь только зритель, то есть вы. В этом выпуске мы покажем человека, который живет на прожиточный минимум. Как живет? Выживает, потому что жизнью, которая приносит удовольствие, это уж точно не назовешь. Алло. Да, мы уже подъехали к вашему дому. Вы выйдете, да? Сейчас я выйду. У вас первый подъезд, да? Хорошо, да, мы ждем вас. Препараты может надо. Да я вот написал, смотрите. В общем, мы пообщались с этим человеком. У него родственники за границей. И он говорит, что они там тоже на помощь живут. Им очень тяжело там, потому что они тоже выехали беженцами туда. Он здесь остался сам. Тут у него никого нету. Вот он написал нам список. Мы сейчас будем... Да, вот список этот. Написал список, и мы скупимся в аптеке. Там по максимуму, то, что по возможности мы можем купить. Потому что он писал эти дорогие сильно лекарства. Но мы постараемся ему выбрать то, что ему необходимо. И купим ему еще каких-то продуктов. Купили лекарства нужно. Сейчас зайдем в магазин, супермаркет, купим ему продуктов немножко. Кому помочь, нам долго искать не пришлось. Сергей написал в газету объявлений, где выразил свою надежду на помощь. И помощь ему действительно нужна. Какого бы возраста ни был человек, но всегда хочется что-то вкусненькое. Поэтому, кроме самых необходимых продуктов, мы взяли немного фруктов. Огорчает тот факт, что простой набор продуктов не всем по карману. И люди в нашей стране не то что не доедают, а как бы страшно это ни звучало, даже голодают. Дальше Сергей сам все расскажет. Сейчас едем к нему, будем общаться с ним. Я думаю, что это его расположит наш. 137,30. Давайте тогда еще ту, которая на кости. Или стегну. Вставайте, стегну. Давайте штучки 3. Купили ему еще мясо, так как у нас немножко денег осталось. Немножко. Он просил мясо, потому что давно уже не ел его. Так как у него денег нет, у него проблемы с пенсией, там, поэтому решили докупить еще ему мясо. Сейчас едем к нему, будем общаться с ним. Постараемся зайти к нему в квартиру, потому что он боится. Нужно зайти с ним пообщаться. Потому что человек тоже много чего пережил. Узнать вообще, где у него родственники. Узнать больше об нем. Пусть он расскажет. Здравствуйте. Скажите, к вам в квартиру можно будет пройти? Давайте здесь. Да, смотрите, как вам... Мы просто хотели к вам пару вопросов задать там и... Давайте здесь, не переживайте, давайте Не здесь. прибрано там? Это мало сказано. Просто. Не перецепитесь. Потому что квартира без зубов. Да, держите, да. Туда. Соседка дала суку. Садитесь, я тут спускаюсь. Держите вам продукты, мы купили. Куда вам поставить можно их?
общаюсь тут с двумя соседями. Они мне один дают миску, а другой иногда там жена работает в росте. Иногда принесут булочек, хотя они мне вредны. Ну, приходится что ж, брать, что дают. Жареному коню в зубы не смотрят. Ну да. Поэтому, ну, я вам скажу, моя жизнь и война, скажем, они оказались несовместимы, как у большинства людей. Государство помогает только 70-летним и выше. Или инвалидам. Так я говорю, инвалидность я бы сделал бы. Когда я лежал последний раз 1,5 года назад в диабетической стопе, я мог сделать инвалидность, но я не захотел. Я решил на таблетках. Ну, на инсулин надо было перейти. Я решил еще на таблетках пройти. А надо было, я не знаю, и помощь, инвалидность 2000 гривен. Ну, а мне 2000 гривен сейчас дает социальный фонд. Как неработающему пенсионеру, не получающему пенсию. Вот такая статья в государстве есть, в социальном фонде. А если бы их не было, а за что я ж платил еще за квартиру, на суд на меня грозились подать. Ну, Квартира это ваша, да? Ну, моя. Ну, на что бы я рассчитывал вообще? И купить иногда себе кефир, черный хлеб. Ну, то есть, за что бы я вообще, я не знаю. И говорят, это хорошо, что ты добился этой. Некоторым, да что ж хорошего, за 2000 при нынешних, это раньше можно еще было как-то говорить, а сейчас при нынешних ценах это невероятно, не то что тяжело, просто это невозможно. Нереально дорого. Наверное, и зубы у меня начали выпадать, что я питаться стал по-другому. Я так предполагаю, что это все с войной связано, и плюс с питанием, которое стало. А питание стало никаким. И ем, при диабетику нельзя есть эти самые углеводы. А каши, вермишели, это все ж углеводы. Рис тоже ж мне нельзя. При таких зубах сейчас мне нужно, чтобы кишечник хоть как-то работал. А он скрепляет, понимаете, это проблема целая. Вот мясо, да, спасибо вам за мясо. Это мясное, это уже помощь. Не углеводы, это белки, это хорошо. Деньги 2000, я сейчас не знаю, есть сколько заплатить за квартиру надо и сколько отопление стоит. 1300 отопления было в прошлом месяце. Это смешно, а еще есть вода, остальные мусор и так далее, квартплата. А дети есть у вас? Дети есть, сын ДЦП. Ой-ой-ой. ДЦП, ну, он как бы за рубежом сейчас, за рубежом. Но у него своя семья есть у него. Ну, я так понимаю, у него... Только сын, да, у вас? Сын, да. У него просить нельзя, потому что ему нужно... Маленькая родилась дочка у него перед войной сразу. И теща и жена. Четвером, я думаю, не знаю даже где они, в Польше, в Словакии, я даже не знаю. Первые в 22 году возили иногда гуманитарку. Исходя, видя меня, и, то есть некоторые волонтерские организации возили ко мне. В подъезд подвозили, фотографировали меня, как вы вот фотографируете. Ну, это делали. Ну, я им благодарен, я им желаю только добра. Потому что, естественно, мне нечем их отблагодарить, кроме чем сказать, дай Бог вам здоровья, и чтобы у вас все удачно сложилась жизнь, и это я могу. Это я всем желаю людям вообще сейчас, даже плохим. Но плохим я не могу сказать один к одному, потому что я с ними стараюсь обходить их, плохих, понимаете. А вот хорошим это я говорю, стараюсь от сердца. Сначала я начал звонить знакомым, а они меня начали запугивать. Вы понимаете, когда кто-то... Ну, конечно, да, много всяких людей нехороших.
Ну, в нашей стране тоже. ну, одна сказала, мир не без добрых людей. Смотри, в общем-то, смотри и ну, встреться для начала возле квартиры. Потому что я, видите, извините, закакался. Такого не было. Тут жила мама со мной. Она умерла. мама девушка умерла, Мама да? 8 лет назад умерла. Тут было все чисто классно, я вам скажу. Хотя квартира, она как бы уже без ремонта, грубо говоря. Но вот тут все было чисто, хорошо. И прусаков не было. А сейчас и прусаки. А сейчас, да, и мне вон 3 яйца вы дали, лежит это, как он называется, 3 пакетика порошок. Порошок мешается с яйцами и раскладывается, и прусаки уходят. А мне лень, не лень, мне тяжело просто, мне безразлично. Хотя не все, жизнь мне не безразлична, еще раз скажу. Жизнь сейчас я ощутил, что как бы хорошо было, чтобы я ходил. Я тогда и деятельность, я, ну, более-менее, а так я могу уснуть, вот сидя с вами, сейчас вы вот Ну, слабость чувствуете, поразговариваете со мной, уйдете, а я могу заснуть после этого. Алло, Алло, это Сергей? да, Доброе утро. доброе. Меня зовут Иван. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы доверились и пустили вчера к себе 2 Данилов домой. Вот я видел вашу ситуацию, в которой вы, так сказать, оказались и живете. И вижу, что вам... Ситуация, да, скажем, такая вот. Если вы не против, нам бы хотелось бы к вашему дню рождения, как вы сказали, что оно будет через неделю, навести порядок у вас дома. Вот я найду людей, которые смогут в этом вам помочь. То есть все лишнее, там баночки, все это нужно повыкидывать. Я просто даже не увидел, где вы спите. Честно говоря, мне уже после того, как я вот первый раз пригласил людей, я вообще никого не приглашал в квартиру. Никого. Угу. Ну, поэтому я сам задумался, вчера сел и задумался, что пора наводить порядок. И вы вот сейчас звоните мне прямо как бы в тему. Поэтому, ну, может быть, это и будет, ну, как бы толчком для улучшения здоровья. Я начну хоть чуть-чуть двигаться больше, чем сейчас я в основном сижу или лежу. Вы сами слышали, что Сергей не против, чтобы мы ему помогли, но, к сожалению, наши возможности ограничены, и, можно сказать, их нету просто, нету финансов. У нас нету ни рекламы, у нас нет никаких других спонсоров. И я набрался смелости и попросил у моих одногруппников и в параллельной группе, для того, чтобы они могли поддержать Сергея в его сложное время. Мы смогли собрать примерно вот 70 евро специально для Сергея. Он говорит, я еще держусь, но вот то, что его окружает, по всей видимости, он вот скоро сдастся просто. И хочется его поддержать, чтобы дать ему как бы надежду, веру в людей, что, ну, добрые люди помогут. Если у вас есть какая-то копеечка, я знаю, что мы сами с вами нуждаемся. Но так вот получается, что те, кто нуждается, те вот и дают. Скажу так, жертвовали вот многие люди, те, которые как раз и пережили потерю всего. И это особо как-то касается сердца, когда человек тоже живет сейчас в нужде, тоже живет на пособиях, у него ничего нету, квартир у многих людей не осталось. И тем не менее они участвуют вот в таких маленьких проектах, как вот это видео, да, в этой помощи. Это говорит о нашей человечности и о том, что мы готовы прийти на помощь и оказать какую-то маленькую поддержку. Но когда один человек, 2, 3, 5, 10 оказывает маленькую поддержку, для одного человека это бывает даже жизненно важно и является спасением для него в какой-то мере. Поэтому спасибо всем, кто поучаствовал в этом сборе. Эти деньги мы направим все для Сергея и даже больше. И смотрите дальше, что из этого получилось. Эта история будет иметь вторую часть, и мы надеемся, что у нас получится помочь Сергею навести у него дома порядок и вытравить всех паразитов, которые у него там завелись. Мы совсем его не знаем, какой он человек, хороший или плохой, но это и совсем не важно. Я уверен и верю, что каждый человек, какой бы он ни был, он заслуживает на какой-то второй шанс
И мы хотим помочь его поставить на ноги, чтобы у него было больше желания жить и двигаться. И, возможно, он проживет больше, чем мог бы. Возможно, после просмотра этого сюжета у вас возникнет или возникло желание оказать Сергею какую-то персональную поддержку, помощь. Ведь он нуждается в самых обыденных и простых вещах, такие как сковородка, кастрюля, постельное белье и так далее. Если так, то вы можете написать нам на электронную почту, которую я закреплю под этим видео. Вы также можете нам помочь финансово, для того, чтобы мы могли больше сделать для этого человека. Карточку мы тоже закрепим в описании. В 5-дневный период после выхода этого видео вы можете скинуть весь донат на карту, и мы все употребим для устройства жилья Сергея. Спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. Огромной поддержкой для нас будет также ваш лайк. Если вы поделитесь этим видео с вашими друзьями через какие-то социальные сети, вместе мы можем делать больше. Ваша активность на канале даст нам возможность помочь не только Сергею, но и другим людям. А пока увидимся во второй части. Пока.